Приветствую вас в этом видео. В этом видео мы продолжаем рубрику «Эволюция Swift» и поговорим, что нового появилось в Swift 5.4. В этом видео мы поговорим о оболочках свойств. Оболочки свойств были представлены впервые в Swift 5.1, и уже в Swift 5.4 они были расширены, и теперь мы можем использовать оболочки свойств не только для свойств внутри, допустим, структуры либо класса, но и для локальных переменных, к примеру, внутри функции. Давайте посмотрим, как это у нас выглядит. Ну, для начала мы создадим какую-то структуру, которая будет выступать в качестве оболочки свойств. Давайте мы создадим вот такую вот структуру. Мы ее пометим вот таким вот образом. Собачка property wrapper. Таким образом указываем, что эта структура будет у нас оболочкой свойств. И она у нас называется non-negative. То есть суть этой оболочки будет заключаться в том, что мы не будем позволять свойству или перемены опускаться ниже нуля. То есть если значение будет меньше нуля, то, как видим, вот эта оболочка свойств будет преобразовывать это значение в ноль. Как видим, эта структура у нас основана на дженериках, то есть наш заполнитель типа T подписан под композицию протоколов. Это протокол numeric и протокол comparable. И у нас есть два свойства. Свойство value, хранимое свойство, и вычисляемое свойство wrapped value. Здесь вот мы просто что делаем? Просто получаем значение в блоке кода getter. Но когда наше значение wrapped value, то есть обернутое значение, изменяется, то тогда что мы делаем? Вот вся работа происходит в блоке setter. То есть мы тогда вот это вот значение, которое получили, к примеру, которое будет меньше нуля, преобразуем в ноль. Если значение не меньше нуля, то тогда мы вот это вот новое значение, которое мы получаем, присваиваем вот этому нашему свойству value. Здесь мы чуть ниже создаем инициализатор, и вот это значение, которое мы получаем, используем для того, чтобы инициализировать наше свойство value, которое мы здесь используем. Это такая вот несложная оболочка свойств, но в качестве примера она нам отлично подойдет. Но давайте посмотрим, как она у нас работает. Тоже со Swift 5.4 вот эту оболочку свойств мы можем использовать внутри функции, к примеру, функции playGame. Представьте себе такую ситуацию, что не хотим, чтобы счет игрока опускался ниже нуля. Вот такая ситуация. Поэтому мы здесь вот создаем переменную score и помечаем эту переменную как non-negative. Обратите внимание, что мы работаем, еще раз повторюсь, внутри функции. Это у нас не метод, поэтому score это у нас не свойство, а это у нас обычная переменная. Но мы все равно, как видите, можем к этой обычной переменной применить оболочку свойств, которую мы здесь создали чуть выше. И, к примеру, если мы, вот, как видим, значение меняем на счет, да, score, даже присваиваем какие-то отрицательные значения, да, вот, допустим, минус 15, минус 16, то есть, по идее, вот без вот этой вот оболочки свойств, если мы посмотрим вот таким вот образом, да, то это значение у нас было бы негативным. Давайте мы запустим play game. Видите, у нас получается отрицательное число минус 19. Но если мы применяем нашу оболочку свойств, которую мы создали чуть выше, вот таким вот образом, то если мы уходим в минус, то самое наименьшее значение у нас будет 0. Видите, в Playground это не совсем хорошо работает. Давайте мы вернемся в Xcode и проверим это в Xcode. Скопируем нашу оболочку свойств сюда, полноценный проект Xcode. И давайте здесь вот нашу функцию мы тоже сюда вот скопируем. Вот где-то чуть ниже вычисляемое свойство body. И давайте здесь уже сделаем не print score, а из нашей функции, к примеру, вернем это значение типа int. Здесь в представлении текста мы давайте выведем наш счет. Мы видим в канвасе, что счет у нас равен нулю, потому что, как видим, к нашей локальной переменной score применяется оболочка свойств non-negative, и сколько бы у нас бы не отнимали от счета отрицательное значение, то мы все равно не сможем здесь увидеть значение меньше нуля, потому что здесь у нас под капотом, вот в этой переменной срабатывает наша оболочка свойств non-negative, которая любое отрицательное число преобразует значение в ноль. Так это у нас работает. Вот здесь вот мы в обычном проекте Xcode мы это затестили. В Playground, видимо, это еще пока не работает как нужно. Тоже возьмите это на заметку. Если вы не совсем понимаете, как работают оболочки свойств, то вы можете покопаться в документации. В документации на тему свойства есть подзаголовок про оболочки свойств, и там более подробно вы можете изучить, как оболочки свойств работают и как вы можете использовать вот этот вот атрибут property wrapper. На этом все. Увидимся в следующем видео. До скорого.